Реально, мне очень стрёмно. Чем быстрее мы отсюда уйдем, тем для нас лучше. Он идет сюда, так что... Привет! Привет, друзья! Мы приветствуем вас на канале «По ту сторону». Мы ищем сейчас военную заброшенную базу, на которой, как говорят, в 90-х хранилось ядерное оружие. Поэтому Пошли сейчас, искать. да, постараемся в лесу что-нибудь найти. Да, вокруг нас лес, чтобы вы понимали. Блин, ребят, это очень жутко. Запретная зона. На самом деле, видно, что она заброшена. Ну, просто все за колючей проволокой. И мы сейчас полезем вот в эту дырку. Посмотрите, какое. Это прожектор был такой? А, вот здесь можно пройти, смотри. Ага. Мы проходим, да. Реально колючая. Если только не такие же безбашенные, как и мы. Да, мы думаем, что здесь никого не будет, но все может быть. По крайней мере, проволока срезана. Ну да. Максимум, кого мы можем здесь встретить, это таких же сталкеров, как и мы. Тут прям Снизу висит. замок. Ну, в общем, если честно, немного стремновато. Чем-то напоминает лагерь заброшенный по антуражу. Это который, где мы скрывались? Мгм. А машину мы оставили, ребята, далеко, поэтому если вдруг что, нам бежать некуда. Если здесь живет какой-нибудь Ганнибал Лектор. Мы еще только на пороге, уже какой-то лай собак, который нас немного пугает. Собаки прям близко, на самом-то деле. Это пропускной пункт. Сейчас Марта, конечно же, туда сходит. Так, собаки довольно близко. Никого нет? Запах уже, да, от сырости такой, причем конкретный. Запах, ребят, как в старом доме. Зеркало. Бутылки из-под вина тяжелого. Настоящие мужики детей не бросают. Вы понимаете, какую литературу тут читали? Не хочется брать это руками. Какие-то, наверное, телефонов, видимо, тех, кто здесь. Какие-то, может, командиры, либо еще. Вещи. Ку-ку. В таких местах всегда боюсь найти труп, на самом деле. Ну туда уже совсем все очень печально. Тут даже кто-то жил, походу. Тут прямо кровать, шкаф, ребят, да. Не будем пока включать свет, потому что здесь... Лучше поставила ты. Да, много этих шмоток. А тут прям книжки, бутылки. Комнатка. Интересно. Завял. Цветочек завял. Цветочек завял, да. И шторка осталась. Какие-то? Угу. Хочется на цыпочках ходить, если честно. А, это лента там какая-то. Был такой, знаешь, как будто подвинули стол по дереву, там, знаешь, ну, какой-то такой прям
Звук глухой был. Буду максимально снимать все для вас, ребята, потому что если вдруг мы будем бежать, смотрите, какая дорожка. Контрольный пункт товары. Ну, возможно, Типа проверяли. предприятие Неон. Пошли зайдем. Дождик капает. Здесь, ребят, просто, я даже не буду сейчас тоже включать вам свет. Здесь просто завал хлама, маленькая комнатка. Смотри, а туда дальше не идет? М-м. Вообще ничего, тут тупик. Такой сейчас машина, да? Блин, эти собаки меня напрягают. Здесь, я думаю, вход нет. Возможно. Реально, где-то нужно входить. С другой стороны, ты была права. Значит, пойдем вокруг. Ребят, вход только такой. Я не знаю, если попробую. Алена, здесь. Сейчас мы посмотрим, можно ли пройти в другое помещение. Ой. Можно. Тихо вроде бы. Здесь никого нет? Сейчас я тебе стул выставлю. Сейчас, ребята, чтобы Алена залезла. Так, аккуратненько. Пиздим. Мебель. Нет, ребят, на самом деле мы никогда ничего не пиздим. Но пока дождь переждать, надо залезть в заброшку. Что за звук? Я не знаю. Давай залазь быстрее. А, это поезд, наверное. Здесь близко железная дорога. Архивы. О, кстати, ребят, сейф закрыт. О, победа! Пока я открывала сейф, Алена под пальмой. Зато мы можем сейчас вместе обойти это здание и посмотреть, что тут есть интересного. Как раз уже и закончился. Справочник по электропотреблению. Нормативные документы, бухгалтерия, шприц какой-то, кстати, ребят. Здесь просто было, здесь было просто законсервированное здание, ребята, которое просто вот какие-то вандалы вот так вот вскрыли. Ой, сколько тут бумаг всяких. Тут, наверное, личные дела какие-то. Кто-то к нам лезет. Здравствуйте. А это ваша территория? Да, это наша территория. А мы блогеры. Снимаем видео. Можно поснимать у вас? Мы ничего красть не будем. Да, снимай. А как вы здесь живете? Не, где же я живу на соседней базе? А, вы охранник? А, мы ехали, получается, там было отдельное здание. Ну, их тут много. Тут уже нечего охранять на самом-то деле. А правда, что здесь раньше ядерное оружие хранили? Да, тут старые позиции. А почему забросили? Это военные. Ну, там в городке часть еще есть. А может дальше двигаться. Она большая, да? Вообще часть? Да. Да, это туда в сторону крыша. А она вся заброшенная или есть часть? Нет. Нет, есть часть. Поэтому вы охраняете? Нет, здесь нет, здесь была фирма. А, ну вот это вот Неман, да, что написано? Да. Ну, ты, наверное, часто залазит, как мы такие, да? Я не знаю. А как вы нас увидели тогда? Я вас не видел, я пришел посмотреть.
смотри. Огнетушитель? Мы просто так совпало. Ничего себе. Посмотри, старые компьютеры даже. Но мы походим, посмотрим тогда. О, кстати, Старые эти. Что это такое? какая-то книжка пользователя. И старые компьютеры, кстати, реально. Очень прикольно. Тут реально техника, ребята, сохранилась. В день юбилея. Мишура новогодняя. В день юбилея, 55 лет. Коллектив Неман. Уважаемая Анна Ивановна. Может, Анна Ивановна увидит наше видео и порадуется. Ну, короче, здесь, ребят, тут сохран Да, очень большой. большой. Все перерыто, конечно. Здесь такое чувство, что здесь нормально покопались. И взяли, что можно было взять. Но в любом случае пооставалось очень много документов, компьютеров. Вот смотрите, целые стеллажи с макулатурой. Люстры А вон такие, смотри. а-ля 90-е. Этот, пластинка. Ну да. Мелодия. Кто-то любил послушать музыку, когда зарплату считал, походу. Договоры покупки, кроме сырья. Прям все документы пооставляли. Офигеть. Компьютеры и безопасность. Ого, какая темная мрачная комната с большим сервантом. А, тут, наверное, комната отдыха была. Вы, может, не там ищете? Главное, смотрите, чтобы хозяин на вас не нарвался. А где он? Бывает, приезжает? Он сейчас приедет, да, он бывает приезжает. Спасибо за предупреждение. Видишь, тут даже бар для вина. Смотрите. Вот, в общем, ребят, смотрите. Люстра. И вот такой огромный просто сервант. Охренеть, просто охренеть. Ну, это 2000-е прям. Это 2000-е, и вот здесь, Начало. ребят, диван. Прям диван, который, кстати, раскладывает. Здесь можно залазить и жить. Как у Подно- тебя, да? И диван? подносик. Угловый. Смотри, для куколок. Это типа для Да, Барби у кого-то Барби туфельки. были. Давайте, наверное, О, быстренько Маша и медведь, смотри. все пройдем, пока не приехал хозяин, чтобы мы вылезли из этого здания, потому что мы находимся конкретно сейчас на частной территории, на закрытой частной территории. О, сумка. Ну, то есть надо было сумку оставить. Как такое? Это же сокровище, сокровище. Лыжи. Ну, в документах копаться не будем, ребят, времени мало, и плюс мы ничего интересного с вами здесь не найдем. Главный бухгалтер и бутылка шампанского. О, ребята, вот это находка. Вот это находка. 20 рублев. То, что хозяин сейчас приедет, я вообще не рада, на самом деле. Ну, это, я так понимаю, что только это здание под частную территорию, да? Я так понимаю, что да, и зайдет он через эту дверь, к которой мы приближаемся. В общем, ребятки, сохран офигенный, карты. Да, карта какая огромная. Смотрите, какая огромная карта. Видимо, они что-то на экспорт производили. На всю эту. В шкафу очередной сейф. Да, в шкафу, опять же, Давайте. очень много всего. Мне кажется, этот дед может нас сдать за бутылку. Поэтому, мне кажется, надо выбираться. Выходить отсюда. Да, ребят. Очень много всего интересного, но... Что там? Ну, столько мебели. Просто дофигища всего. Сервант с зеркалом. Компьютеры тоже, техника. Тоже сейф. Какой-то звук, как от мотоцикла сейчас. Да. Так что давай Все, ребят, мы убегаем выбираться. отсюда. Потому что, ребята, страшно, капец. Ребята, мы были в шоке, на самом деле, встретить здесь человека в окне. На самом деле мы все грязные, у меня ободрана рука немножко, у меня ободрана немножко. Немножко. Не видно, наверное, ничего.
Мы не рекомендуем лазить в такие места, потому что можно нарваться не только на бомжа Валеру, а также и на милицию, и на маньяков, и на кого только не нарваться. Или на хозяина. И по сути, да, вот этот мужик, его могли поджидать внутри дружки. Поэтому берегите себя. А И ты подготовь газовый баллончик. в такие места, да, лучше ты в карман положи. Да. В такие места лучше, конечно, не ходите. Одни, без защиты. Тем более это частная собственность. А где бункер? А там? Вы тут как у себя дома, все знаете. А что, хозяин приезжает каждый день? Вот именно это частная собственность, это домик, да? И туда хозяин ездит. А, вся территория. А то, что мы тут ходим, нас нет, не арестуют. А это что? Просто склады какие-то? Ну, видимо, какие-то были военные объекты. А где хранилась ядерное оружие? В бункере? Ядерные оружие хранились там. Там дальше. Бункер. Ага. А он глубокий? Глубокий? Короче, вы тут все знаете. Офигеть. Ну, короче, надо доставать свет и лезть. Там комната, кухня. Это типа смотровой. Перед входом веди Спецобработку. частичную спецобработку. Круто. А вы нас не закроете? Ого! Там спускаться вниз надо. Ёшкин ты матрешкин, как это стрёмно. Вот такая, ребят, дверь в бункер. Да, можно забраться прямо в самую башенку. Ну, там лес будет, ничего На особенного. самом деле мне это кажется. хорошо, что в бункере нас не найдет этот хозяин. Для этого будет стать бункер. А в бункере связь не будет. Тебе там видно? Сейчас я спущусь, посвечу. Вот это лестница, а не сантиметров. Здесь прям холод. Ого! Ребята, это мы под землей. Офигеть! Что там было? Дверюка такая. Офигеть! Ребята, офигеть! Это бойлер. Его хотели, походу, спиздить. Но не хватило мощи унести, потому что вот ванна. Смотрите, какие здесь потолки. Мы под землей, ребята. И какие здесь высокие потолки. Стол. Вещевое имущество. Офигеть. Если смотреть, что мы просто под землей. Я надеюсь, этот чувак нас сейчас не взорвет здесь. Бункер не взрывается. Маршрут доставки какой-то. Полоцк, Верхники, Старое Село, Бобруйск, Ляховичи, Бегомоль. Прикольно. Тише ты. А, это этот. Тише. Опять мы одни лазим по каким-то, блядь, подвалам. И дальше. Вот это контент, ребята. Вот это я понимаю. Что ты не идешь вперед? Потому что ты идешь вперед. Тебе же светить надо. Офигеть. Тут тупик. Тупик, но тут какой-то Тут щитовая. щитовая, управление какое-то было. Офигеть, ребята. И лампочка такая. Ого. Вот эта комнатка военная. Ой, здесь совсем А потолок, потолок! А как они его вылепили из камня, с серпом и молотом, со звездой. Ну это такие панели, ты ж смотри, панель. Ага. Делали сразу ага, панели. панели сразу, да.
Блин, такие плакаты, вот это да. Зажигательно-дымового патрона ЗДП в бою. Ребята, это очень прикольное место. Прям Оно очень. прикольное и одновременно Я страшное. одновременно страшно, потому что, во-первых, мы встретили здесь какого-то Валеру. Индивидуальное средство защиты. Обалдеть. Вот это да, конечно. Борзые. А вот, наверное, кухня, что он говорил. Кстати, пистолетик искусственный, ну, игрушечный. Здесь, скорее всего, аварийный выход. Кстати, здесь есть выход еще один, походу. Нету. Какой аварийный выход? Видите, скорее всего, Ну как можно было ходить? открывалось. Неудобно, они такие узкие, такие низкие, да? Это, наверное, ванный туалет. Угу. Вот это туалет. Кстати, какой интересный туалет, ребята. Просто дыра. Это столовая. Это столовая у Да. туалета? А как теперь ее открыть? Получается, никак? Никак, да, я ее закрыла. Навсегда закрыто. Ну вот так, ребята. Выходим. Ребята, прямая трансляция из бункера, просто шок-контент. Если честно, очень страшно, глядя на этого мужика, который ходит с рулеткой. Блять, пипец, я думала обсикать. У меня нет слов, ребята, потому что когда ты попадаешь в заброшенное место, и ты уверен, что оно в лесу, и ты один, и тут в окно к тебе лезет какой-то Мужик, я сразу за столы, блять, пошла, чтобы дистанцироваться хоть как-то. Мы сейчас светим в дальний коридор, из которого мы зашли. Контролируем. Короче, неизвестно, что можно ожидать, потому что Я- мы думали, что он ушел, мы вышли, а он там в кустах сидит. Я думаю, что нам нужно закругляться в этом месте. Он идет сюда, так что... Бля, реально очень стрёмно. Прям вообще пиздец, как стрёмно. Я, если честно, я боюсь здесь оставаться, потому что если еще какой-то второй мужик, блядь, приедет, тут вообще неизвестно, что может быть. И мы находимся в лесу, где нету связи Да, вообще с внешним миром. Он пошел туда, направо. Мимо прошел, да. В общем, ребят, вот, для военной Техники, вот такие эти. баки с горючим, скорее всего, это было. И там тоже гаражи. Огромные, Кстати, может быть, смогу тут огромные гаражи. Блин, я чувствую себя реально, знаете, как в фильме ужасов сейчас. Это я чувствую себя как в ловушке какой-то, знаешь, как наживку какую-то. Да. Блядь, надо отсюда съебывать, если Может нам... быть, через забор? Может, здесь дырку заведем? Офигеть. Просто он сказал, что это все тянется аж туда. И, в принципе, военная эта часть, она по кругу очень, мне кажется, несколько километров занимает площадь. Как у нас постоянно находит, как будто он сидит и ждет, да, поджидает. Но он же нам сам показал этот бункер, поэтому он и контролировал. Бля, реально, мне очень стрёмно. Как нам выбраться, интересно, по-быстрому? Да пойдем выбираться через центральный ход. Чем быстрее мы отсюда уйдем, тем для нас лучше. Здесь то же самое. Как бы кажется, ребят, со всех сторон какие-то звуки. Я надеюсь, что мы на него Уже не нарвемся, потому что было бы... Ну его, короче, нахер, на самом деле. Ну и возвращаться, если сюда, то только с мужчиной в следующий раз, потому что территория здесь очень большая, и мы вдвоем просто не осилим этот объем. И ради своей же безопасности мы отсюда сейчас уезжаем. Да, ребят, поэтому мы надеемся, что выпуск вам понравился. Ради нашей безопасности мы сваливаем. Ставьте лайк, подписывайтесь. Мы рады каждому вашей обратной связи. Мы такие вот риски проходим, чтобы вам было интересно посмотреть. Ну и, конечно, нам интересно пощекотать нервишки. Но всему должен быть свой предел. Да, поэтому пока-пока. До скорых встреч.